Приветики! Если вам надоела окрошка, то данный рецепт именно для вас. Сегодня я хочу вам показать, как сделать традиционный болгарский холодный суп таратор. Поехали! Наши главные ингредиенты это огурец и кефир, либо вы можете взять йогурт. Я взяла вот такой хорошенький огурец, гладенький, и нам нужно его нарезать на мелкие кубики. Я сделала вот такие полоски, это чисто для украшения, потому что я люблю, когда я подаю таратор, именно с вот такие огуречные розочки. Буквально 2 вот такие полосочки мне хватит. Все, оставляем. А дальше мы режем наш огурчик. Огурчики вы можете натереть на терку, но это некрасиво, и в Болгарии чаще всего это подают так таратор в столовках. Настоящий болгарский таратор мы используем только укроп и никакую другую зелень, никакой базилик, никакая мята, абсолютно ничего, кроме укропа. Режем тоже мелко-мелко. Болгария очень любит чеснока, поэтому в нашем тараторе он тоже присутствует. На данном этапе мы добавляем наш кефир, или йогурт. Таратор получился очень густой, поэтому мы добавляем водичку, обычную минеральную воду, не газованную. В Болгарии не добавляют газованную воду в тараторе. Вот какая консистенция должна быть для болгарского таратора. Не слишком густой, но и не слишком жидкий. То есть данный суп гуще, чем окрошки. Добавляем как вид приправы только и единственно соль. Никакой черный перец, никакая корица, кориандр и все прочее. Это неправильно. Только и единственно соль. Запомни. Пробуем на вкус. Классно. Я просто всегда по солю проебываюсь, поэтому в этот раз это я не сделала. И сейчас мы уже будем это насыпать. Нам нужен еще один ингредиент, но он подается именно при подаче. В любой ресторан в Болгарии вам положат греческий орех. Вот так сверху. Рядом вам положат вот такая горка укропа. И это уже лично от меня украшение. Я сделала вот такая розочка. Вот тут ее раскрыла, как карманчик сделала. И запихнула вот этот край, чтобы она не раскручивалась. И я положу ее где-то вот здесь. И еще один ингредиент. Это оливковое масло. Теперь вы знаете, как сделать правильный болгарский таратор. Если вам понравился сегодняшний рецепт, поставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых встреч, ребят. Пока!